Привет! Сегодня хочу показать небольшой докер-контейнер для разработки React-приложений. Если вы работаете в командной строке, собственно говоря, больше вам ничего не нужно. Поехали! Берем какую-нибудь пустую папку, смотрим, что там ничего нет. И дальше идем за командой, которая нам позволит запустить этот контейнер. Естественно, подразумевается, что докер на компьютере уже у вас установлен. В данном случае я работаю на компьютере под Ubuntu. Вот, заходим на указанный адрес, копируем оттуда команду для докера, соответственно, ее вставляем. Это у нас псевдоним JSDev, его можно использовать для запуска. И мы уже после запуска оказываемся внутри контейнера. Контейнер у нас построен на Alpine Linux, поэтому много места не занимает. Снова видим, что у нас папка пустая. Мы видим ту же самую папку, когда зашли внутрь контейнера. И давайте создадим React приложение командой create React App. Назовем его MyApp. Приложение будет создаваться десяток секунд, поэтому я вам покажу только финальную фазу. Приложение успешно создалось. Здесь есть подсказочки. Нам нужна единственная из них, это yarn start. Мы зайдем в Tmux, чтобы у нас была возможность работать сразу с несколькими консолями. Обычно я открываю 3 консоли. В третьей у нас запускается приложение. В первой находится редактор, и во второй консоли командная строка. Значит, вот сейчас командой yarn start мы запустили приложение, и оно доступно по вот этому адресу. Соответственно, в браузере открываем и видим стандартное типовое приложение. Переходим в консоль 2. Это у нас для работы с командной строкой. Git, допустим, команды запускать, поэтому его оставляем. А в первом запускаем редактор. Так, что у нас здесь? Ага, вот мы видим, какие файлы есть. В принципе, у нас есть возможность выбрать вот таким вот образом. Достаточно быстро. Все, давайте что-нибудь отредактируем. Например, удалим ссылку, чтобы было видно, что приложение меняется и браузер, видите, обновляется. То есть вот примерно вот так вот идет разработка React приложения. Дальше посмотрим, какие у нас изменения. Вот, пожалуйста, мы изменили файл. С помощью гита можем посмотреть разницу, что было, что стало. Да? На этом как бы все. И покажу я вам еще, какие версии здесь установлены инструментов. Для Node установлена версия 16.6. Yarn установлен 1.22.10, NPM, ну и так далее. Видите сами. Эти версии, они, естественно, обновляются с каждым билдом этого контейнера. Ну что, happy coding, удачи!